Привет, айтишники! Это 10-е занятие курса «Основы сайтостроения». Да, наши уроки снова вернулись. Они сейчас выходят на YouTube, а также вы можете поддержать наш проект на платформах Boosty и Patreon. И мы будем очень рады, если вы оцените нашу работу лайком, если станете вашим подписчиком на YouTube, либо любой из платформ Boosty и Patreon. А также прожатый колокольчик на YouTube не даст вам упустить момент выхода наших новых видео. На прошлом занятии мы познакомились с вами с единицами измерения в CSS. Практические задания по этой теме, которые помогут ее закрепить и усвоить глубже, уже вышли на платформах Boosty и Patreon. Сегодня мы начнем с вами изучать важный большой блок – это работа с текстом. Вот несколько глав в нашем учебнике. Сегодня мы приступаем к первой главе. Работать текстом – это очень важная тема. Это азбука сайтостроения. Это как в реальной жизни. Если бы мы когда-то в начальных классах не научились писать буквы, не научились писать крючки и палочки и соединять их в слоги и в слова, то мы бы не смогли написать ни письмо, ни сочинение, ни какие-либо документы. Это очень важно, и, пожалуйста, отнеситесь к этой теме серьезно. Она поможет вам продвигаться в изучении сайтостроения дальше. Без понимания этой темы изучение сайтостроения и работа верстальщика невозможно. Хочу лишний раз подчеркнуть, что все занятия на наших платформах, на Boosty, на Patreon и YouTube, они логически связаны между собой. И их следует смотреть в той последовательности, как они выходили на этих платформах, начиная от самых первых и заканчивая последним. Принцип обучения, он чем-то похож на принцип прохождения игры аркадной или какого-либо квеста. Если ты не прошел первый уровень, то тебе невозможно подняться на второй. Так и тут у нас все занятия дополняют друг друга. Если ты изучил первую тему, ты уже обладаешь знаниями и навыками для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому для тех, кто подключился к нашим занятиям только сейчас, и вот ролик, который вы видите, это первый ролик нашего курса, вы случайно на него наткнулись в интернете, то помните, если вас эта тема заинтересовала, что вам нужно вернуться и посмотреть для того, чтобы эффективным стать веб-разработчиком, ролики в той последовательности, в которой задумывали их выпуск авторы. Ну а сейчас в путь. Итак, работа с текстом. И первые теги, которые мы сейчас изучим, мы уже их встречали в наших примерах практических, но сейчас мы уже более основательно подойдем к их изучению. Это теги H1, H2, H3, H4, H5 и H6. Это парные блочные теги для разметки заголовков на HTML-странице. Как они работают? Уже я заготовил для вас пример, открыл заранее. Итак, мы видим следующий код. Мы видим, я применил все теги, о которых мы только что говорили. H1, H2, H3, H4, ну и так далее, H6. В каждом заголовке свой текст. И мы в окне, которое изображает браузер, видим, как же отображается тот текст в том или ином теге. Первый тег — это с текстом самый важный заголовок. Это тег H1, и вот такой крупный текст он показывает. Давайте посмотрим его размер. Смотрите, 32 пикселя. Следующий тег H2, и он уже показывает текст размером 24 пикселя. H3 18 пикселей, H4, видите, 16 пикселей, H5
13 пикселей. Ну, я округляю, там 13.28. И последний заголовок 10.72 пикселя. Таким образом, вот данные теги используются верстальщиками для того, чтобы создавать заголовки на веб-странице. И важный момент, что эти теги несут смысловую нагрузку, понятную браузеру, понятную роботам-поисковикам, которые рыщут по всему интернету, индексируют сайты для того, чтобы пользователи могли быстро и удобно находить нужную для них информацию. Поэтому самое важное в понимании этих тегов это не то, что они дают текст различного размера и различной степени жирности на экране. Они дают текст семантический, то есть начиная от H1 до H6, значимость этого заголовка как бы падает. H1 это самая высокая значимость текста, это самый главный и самый важный заголовок на странице. И согласно стандартам разработки, такой заголовок допускается, чтобы на странице был один. Стандарт требует, чтобы не больше одного тега H1 мы применяли, когда верстаем H1. А далее уже заголовки других уровней мы уже для них используем согласно ситуации теги H2, H3, H4, H5 и H6 уже на наше усмотрение. Причем существует такое правило, что не следует пропускать заголовки, уровни заголовков. То есть, если мы создали веб-страницу и применили тег H1, и дальше у нас идут какие-то подзаголовки, которые должны быть меньшим шрифтом, меньшей подзначимости, то нам нельзя, не следует брать, например, заголовок H3 или там H4, подключать, проскочив H2. Если заголовки пропускать не следует. Значит, если был у нас H1, то следующий уровень заголовка это должен быть H2. Если у нас есть еще подзаголовки меньшие по значимости, чем H2, мы применяем тег H3, и так мы можем опускаться до конца, если есть необходимость, но пропускать какую-то ступенечку не следует. А вы скажете, как же не пропускать, если, например, согласно дизайн-макету, нам дизайнер придумал, что вот первый заголовок будет достаточно большим, а потом он использует в дизайн-макете сайта текст, например, вот такого вот размера, и это явно, этот текст не соотносится с тем, что мы должны применить H2. Он гораздо мельче. И это очень важная мысль, которая у вас возникла. Это очень хороший вопрос, если вы его себе задали во время моего объяснения, потому что ответ на него следующий. Еще раз, он уже частично прозвучал. Важно не то, какой шрифт назначает тот или иной тег заголовку, а важно то, какое значение, важность этот тег назначает информации внутри себя. И нужный размер текста в заголовке мы вольны задавать самостоятельно, как с помощью уже известного нам свойства font size, и мы можем благодаря этому свойству устанавливать заголовку любые размеры. Так, например, мы видим, вот у нас есть существует такой тег AS6 после HR, вот он тут, и с текстом «И я заголовок 6 уровня». А дальше у нас еще раз мы применяем тег A6, только я ему уже присвоил имя класса Big, большой, и применил для этого класса стилевое свойство font size со значением 24 пикселя. 24 пикселя это у нас
вот в данном случае совпадает с размером текста в заголовке H2. И таким образом мы видим в нашем последнем теге на страничке, который самым внизу, что он А6, видим в всплывающей окошке, что это А6, но его размер шрифта 24 пикселя. Прямо такой, как у заголовка H2. И это важно. Значит, таким образом мы познакомились с вами с тегами, с помощью которых создаются заголовки на сайте. Мы помним о том, что тег H1 по стандартам веб-разработки на странице должен быть только один, а далее, если необходимо, мы вольны применять все другие типы заголовках, но следует их применять в той последовательности, как они задуманы веб-разработчиками. То есть уровни пропускать нельзя. Мы опускаемся, если есть необходимость, сначала на уровень H2, потом H3, H4, H5, H6 и так далее. А размер шрифта имеет второстепенное значение в заголовке, потому что мы задаем его, если необходимо нам применить тот размер шрифта, который задумал дизайнер, или тот цвет, который задумал дизайнер, или особое какое-то начертание, которое задумал дизайнер, мы все это определяем стилями. Чтобы лучше запомнились эти правила относительно заголовков, я в нашем интерактивном учебнике подготовил для вас специальные такие подсказки. Напоминаю, что вы также можете получить в свое личное пользование этот интерактивный учебник навсегда. Он останется в вашем личном пользовании даже после того, как курс закончится, либо закончится тот период, который вы оплатили в качестве нашего патрона, либо спонсора на Boosty. На определенном уровне спонсорства вы получаете ссылку на вот этот учебник, и вы им можете пользоваться самостоятельно на всей своей профессиональной карьере, на протяжении всей своей профессиональной карьеры веб-разработчика. Итак, подсказки, которые я вам заготовил в этом учебнике для того, чтобы вы запомнили правила работы, закрепились лучше правила работы с заголовками. Первая подсказка: не пропускайте заголовки разных уровней. Всегда начинайте с H1, потом используйте H2 и так далее, о чем мы говорили чуть выше. Вторая подсказка: с помощью тегов H1 и H6 можно автоматически создавать оглавление документов. Речь идет о том, что если у нас дизайн-макет не требует какого-то особого начертания заголовков, либо особого размера шрифта специального, и мы просто, применяя теги H1 и H6, браузер автоматически будет применять стили, свойственные для того или иного тега, и заголовки примут соответствующий вид. И таким образом будет уже текст отформатирован в документе, как будто бы, не как будто бы, что у них вот есть такие заголовки. Следующая подсказка: для создания заголовка можно использовать и обычный текстовый блок, но информация в H1 и H6 легче попадает в поисковики, поэтому для заголовков лучше использовать именно эти теги. Здесь речь идет о том, что мы можем применить, например, простой тег div или простой тег p, применить к нему соответствующие стили, назначить нужный цвет, нужное начертание шрифту, нужный размер, и он будет выглядеть для пользователей точно так же, если бы мы применяли там заголовки различного уровня. Но стандарт веб-разработки подчеркивает то, что если документ содержит заголовки, для этих заголовков следует применять вот эти специальные теги H1-H6, поскольку это важно для поисковых роботов, и такой сайт легче находится, легче индексируется, а это очень важно, поскольку любой ваш заказчик, который попросит у вас сверстать сайт, его цель, чтобы этот сайт увидела как можно больше людей, соответственно, он должен подниматься в топе поисковиков, чтобы человек легче ориентировался в этом сайте и легче ориентировался в нем робот.
теги H1, H6 как раз облегчают поисковикам, ну и также в итоге человеку находить информацию на вашем сайте. Поэтому заголовки стилизуем с помощью специально разработанных для этого тегов в заголовках. Итак, следующая подсказка. Старайтесь не использовать основной заголовок H1 больше одного раза на странице. То есть то, о чем мы говорили, что H1 мы применяем для самого главного заголовка на странице и применяем его один только раз. И еще одна подсказка. Выбирайте, какой уровень заголовка использовать по смыслу, а не по внешнему виду. То, о чем мы уже говорили. Важен смысл, важна семантика заголовка, а не внешний вид. Внешний вид мы создаем, если необходимо, стилевыми правилами. И вот еще один пример верстки заголовков. Как применять заголовки различных уровней. Нажимаем. И видим вот такой пример веб-странички. Так она выглядит. Большой заголовок, каталог товаров, затем абзац с текстом, поменьше заголовок и еще один абзац с текстом. И так выглядит код. Вот это тег H1 мы применяем единственный на страничке для самого главного заголовка. Затем у нас идет тег P для абзаца с текстом. И следующий заголовок, который делает такой подраздел, оглавляет на страничке свадебный торт, и мы уже применяем тег H2 на один уровень, опускаемся ниже, чем H1. И дальше опять тег P, например, тег P, который несет в себе еще один абзац нашего текста, нашей веб-странички. Таким образом, мы познакомились с вами с тегами, с помощью которых размечаются заголовки на HTML-странице. Продвигаемся дальше. Существует множество дополнительных HTML-элементов для форматирования текста. Это могут быть такие элементы, как b, strong, em, и, small, sub, sub, ins, del, mark и многие другие. Вот если нажать эту ссылку, то вот еще существуют вот такие элементы для форматирования. Есть элементы семантические, которые какой-то смысл определенный подсказывают поисковому роботу о содержании тега. И вот такие теги. Также мы уже используем, например, H1, H6, тег P, тег div. Это все те теги, важные для форматирования текста. Ну, давайте рассмотрим значит, некоторые из них. Итак, вот тег B и тег strong, они очень схожи своим внешним действием на свое содержание. Тег B — это парный и строчный тег, который выделяет текст полужирным шрифтом, и используется он для привлечения внимания к части текста без добавления какой-либо смысловой важности. В то же время, например, тег strong — это парный и строчный тег, который выделяет текст тем же самым полужирным шрифтом, и он используется для привлечения внимания к части текста, придавая ему особую смысловую важность. Визуально эти теги B и strong одинаковы, никак этот текст не отличается для пользователя, который смотрит его на экране монитора или телефона другого устройства. Но отличия этих тегов будут лучше всего заметны для людей, которые используют специальные настройки операционной системы, в частности слабовидящие или слепые люди. У операционных систем есть такие настройки, которые позволяют читать текст таким компьютерным голосом. И когда эти люди включают эту функцию чтения текста, то говорилка компьютерная, она будет интонацией выделять слова с тегом strong, а
те слова, которые мы записали внутри тега b, они будут проговариваться с обычной интонацией. Точно так же существуют теги и теги e, которые работают схожим образом. Тег и — это парный строчный тег, который устанавливает курсивное начертание шрифта без придания тексту смысловой важности. А тег e — это тоже парный строчный тег, который устанавливает тексту такое же курсивное начертание шрифта, но определяет он текст, на который будет сделан особый акцент, который меняет смысл предложения. Особенно это важно, когда мы включаем программы, которые читают этот текст вслух. И давайте мы посмотрим примеры с данными тегами. Открываем. Убираем лишнее. Значит, мы видим следующие теги. Первый тег — это div, внутри которого вложен span. И этот span — это образец для того, чтобы более наглядно было видно различие в тексте, если мы применяем вместо спана другие теги. И дальше, вот видите, идут такие дивы. Дивы мы используем для того, чтобы каждая вот эта строчечка была с новой строки писалась. И в каждом таком диве мы пишем текст, обернув его соответствующим тегом из тех, которых вот мы сейчас проходим. Так, во втором случае мы применяем тег b, bold, и данный шрифт у нас становится полужирным. Смотрите, я навожу на него, вижу размер шрифта 16 пикселей, тип шрифта Times New Roman. А если посмотреть в стилях, мы видим, что браузер применил для данного текста такое стилевое свойство font weights, это жирность шрифта, либо насыщенность шрифта, и сказал, что этот шрифт у нас будет bold. В данном случае это полужирный, ну иногда говорят жирный шрифт, но правильнее говорить все-таки полужирный, но в некоторых учебниках вы будете видеть и читать, что тег b дает жирное начертание текста, но вернее будет сказать все-таки полужирное. Вот так вот выглядит этот тег b, и мы помним, что тег b не несет семантической нагрузки, то есть он просто становится внешне полужирным, но браузер понимает, робот-поисковик понимает, что особой важности у него нет. А тег strong делает этот текст неотличимым от тега b. Вот, давайте проверим. 16 пикселей, Times New Roman. И то же самое font weights bold применилось к этому тексту. Но кроме вот этой внешней стилизации, тег strong говорит браузеру, говорит поисковым роботам, что этот текст внутри обладает какой-то особой семантической важностью. И программа, которая будет читать этот текст, читалка в аудиокниге, либо программа для слабовидящих людей, она будет вот этот текст в теге strong выделять особой интонацией. Дальше мы видим текст из тега и из тега e. Они отличаются друг от друга примерно так же, как отличаются теги b и strong. Только вот посмотрите, здесь у меня ошибка. Я написал, что здесь текст из тега и, а здесь из тега e. На самом деле в коде у меня и тут тег и тут тег и. Давайте, вот, и тут тег и тут тег и. Давайте мы сейчас исправим вместе с вами. Так, в первом случае у нас и, а во втором случае должен быть е. Значит, я меняю на
Е. Если вы видите какие-либо ошибки в нашем учебнике, которые я не успел вычитать и пропустил для деплоя, для итоговой версии, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях, потому что все мы люди, можем ошибаться. Я быстро эти ошибки буду исправлять, вот прямо как сделал сейчас. Сейчас ошибки в этом примере не будет. Итак, в первом случае мы используем тег и, во втором случае используем тег em. И в том и другом случае это курсивный текст. Давайте посмотрим в стилях. Смотрите, для тега и применяется font style, стиль текста, стилевое свойство italic, это значит курсивный шрифт. Мы это стилевое свойство напрямую еще не проходили, но вот в ближайшем первом приближении мы уже к нему тут вот знакомимся, а более подробно на следующих уроках мы его еще будем рассматривать. Но тем не менее, тег и получает font style italic, и такой же font style получает и тег e. Хотя мы нигде в стилях вот этот font style для данных тегов не писали сами. Тут вот в других примерах он будет, но вот тут для вот этих тегов мы не используем. То есть браузер видит, что мы применяем тег и или тег em и применяет этот стиль к тексту в данных тегах автоматически, поэтому они становятся вот такими курсивными и друг от друга наглядно не отличаются никак. Но для поисковых роботов и для читалок текст в теге em обладает особым смыслом и будет выделяться интонацией. И дальше двигаемся к следующему примеру. Вот в этом диве мы, вот пример из него вот тут, а в этом тут мы используем не em и b, как вот в данном случае, а тег span вот тут вот, а внешне вот этот текст и этот выглядят одинаково. То есть мы добились различными способами внешнего одного и того же. Видишь, 16 пикселей, font style italic и bold, то есть одновременно он и полужирный, и курсивный. И для этого случая тоже, давайте покажу размер. Видите, тоже те же самые 16 пикселей, Times New Roman. И вот тут в стилях мы видим, что тоже и bold, и italic. Только разница в том, что здесь, вот в этом случае, отключим, появились эти стилевые свойства благодаря тегам, которые мы применили, обернули вот этот текст в B и в EM. А здесь они появились благодаря тому, что мы вот у этого спана, смотрите, айдишник B, и для этого айдишника мы применили стилевой селектор и сказали, что его шрифт будет и одновременно и полужирным, и одновременно курсивным. Поэтому внешне вот они выглядят одинаково, но добились мы этого способа разными способами. И какой способ применять, решать вам в зависимости от того, хотим ли мы какого эффекта добиться. Хотим ли мы браузеру указать, что этот текст должен читаться каким-то особым образом, или не хотим. Ну, очень чаще, наверное, если нет необходимости подчеркивать особую важность текста, используется вот этот способ все-таки со стилями, а не с тегами. Итак, и последнее, что на этой странице я еще вам хочу рассказать, вот после HR, после вот этой линии, у нас есть еще два дива, я полужирный и я жирный. Здесь я хочу немножечко разъяснить, чем же все-таки полужирный отличается от жирного. Смотрите, здесь для semi-bold, для полужирного, подниму semi-bold полужирного, я использую font weights 600, а для bold использую 700. Font weights это свойство, которое чуть-чуть позже мы тоже будем рассматривать более детально, но у него есть градации насыщенности, жирности шрифта, которые вот может отображаться в цифрах. От очень тонкого такого паутинного начертания, ненасыщенного, до жирного, там супер жирного. И чем выше вот эта цифра, тем жирнее шрифт.
И вот тут вот semi-bold, это полужирный, это жирный, но выглядят они абсолютно одинаковы, хотя мы указали им разные значения, и по идее bold должен быть жирнее. Почему так? Потому что многие шрифты по умолчанию вот эту градацию такую точную в цифрах не воспринимает. И вот Times New Roman эту градацию не понимает, и он для него что 600, что 700 это один и тот же жирность, насыщенность одинаковая. Для него есть только для этого типа шрифтов две градации. Это нормальный или bold, жирный. И 600 уже он воспринимает как достаточно жирный шрифт, и поэтому просто включает вторую степень градации, что это жирный, и дальше тут ты можешь там большее значение ставить 700, типа сделай еще жирнее, еще толще, но ничего не произойдет. Но есть шрифты, которые эту градацию понимают более четко, и там 600 и 700 уже будут отличаться. Вот. И тег B, bold, это, вот, кстати, сокращение B, первая буква слова bold, полужирный или жирный, он дает размер шрифту вот эти вот 600 единиц. И если мы будем использовать шрифт, в котором можно добавить, например, 700, то он тогда будет различаться. Поэтому вы можете в различных книгах, когда будете читать, что такое тег B, например, то вы можете видеть, что тег B предназначен для того, чтобы делать шрифт жирным. Ну, правильнее все-таки говорить, что он делает полужирным, потому что он вот в этом диапазоне 600 устанавливает значение шрифту, а уже вот значение 700 это уже считается жирным. Но в данном случае мы просто эту разницу не видим. Так, двигаемся дальше. Давайте я попробую сделать сейчас небольшое резюме о том, что мы сейчас узнали о тегах B, Strong и EM. Значит, теги B и Strong предназначены для того, чтобы делать текст полужирным. И отличаются они друг от друга только тем, что тег B не добавляет тексту какой-то особой смысловой важности, а тег Strong добавляет эту важность. И теги I и EM в этом отношении похожи друг с другом, так же как и B и Strong, с той лишь разницей, что тег I это тег, который делает шрифт курсивным, курсивное начертание ему дает. Тег EM также делает курсивное начертание, но тег I не придает тексту особую смысловую важность, а тег EM, он более такое семантическое значение имеет, придает эту семантическую важность. Еще вы можете встречать, что в литературе, что теги B и I называют не семантическими тегами, а теги EM и теги Strong называют семантическими тегами. Более подробно вы можете о семантике почитать вот в этом разделе о том, какие теги используются для придания особой какой-то семантической важности. Ссылка на этот текст будет, вот это семантические теги, будет у подписчиков наших Boosty и Patreon в особом документе под данным видео. Они смогут по ней перейти, но все остальные подписчики вы тоже можете легко найти этот документ с семантическими тегами, например, вот на сайте html5book.ru, либо на других источниках такой информации о классификации тегов полно. Сейчас мы рассмотрим теги для форматирования текста, такие как small, sub, ins, del и mark. Итак, тег small – это парный строчный тег, который уменьшает размер шрифта на единицу по сравнению с обычным текстом.
Как это понимать, что это значит? Дело в том, что в HTML размер шрифта измеряется также в условных единицах от 1 до 7. Мы говорили об единицах измерения CSS в пикселях, в емах, в ремах и так далее, но существуют еще такие условные единицы, и более подробно мы об этих условных единицах будем разговаривать еще в разделе шрифты. Но сейчас нам важно знать, что размер шрифта может задаваться в единицах от 1 до 7, причем шрифт, который используется по умолчанию, это принят за 4. И если мы добавляем тег small, то этот тег уменьшает текст на одну условную единицу. И допускается применение вложенных тегов small, их можно вкладывать друг в друга, и с каждым уровнем вложенности шрифт будет уменьшаться таким образом на 1 единицу, но он не может быть меньше, чем 1. Давайте посмотрим пример. Значит, вот у нас есть div, это div для образца, обычный текст, и его размер 16 пикселей, размер шрифта по умолчанию. Далее мы видим в следующем div 2 тега small мы применяем. Первый тег, и у него есть ребенок, это тоже дочерний тег, тоже small, он как бы тег 2-го уровня вложенности. И у нас получается так, что по умолчанию у нас 16 пикселей. Когда мы применили тег small, мы видим, что уже его текст на 1-м уровне вложенности 13 целых там и тысячные, там 10-тысячные пикселя, а уже у тега small, который внутри вот этого тега находится, там еще будет еще меньше на 1 уровень, смотрите, уже 11 пикселей, там 4 еще единицы после запятой. Так работает тег small. Следующие 2 тега, которые мы рассмотрим, это sub и sub. Уж извините, если я их когда-то могу прочитать sub и sub. Ну, с английским произношением у меня проблемы. Итак, первый тег sub. Это парный строчный тег, который позволяет выводить надстрочный текст, например, в математических формулах. А второй тег это sub, ну вот как, например, submarine, под водой, то это парный строчный тег, который позволяет выводить подстрочный текст, например, в химических формулах. Смотрим пример. Значит, площадь помещения 25 метров квадратных нам нужно сказать, и вот эту двойку мы ожидаем, что вот тут вот в этом уголке должна быть написана. Для этого мы применяем тег sub с p на конце, и вот двоечка у нас рисуется индексом сверху. Или второй пример. Химическая формула воды H2O. Мы двойку ожидаем увидеть вот тут вот внизу. Поэтому мы применяем тег sub, и двоечка вот смещается сюда вниз. Следующие теги. Это теги ins и del. Они часто применяются в паре. Итак, ins это парный строчный тег, который отображает текст подчеркнутым. Так иногда обозначают текст, когда хотят выделить, какая часть была добавлена, например, при последней правке документа. И второй тег это del, часто применяется в паре с ins, это парный строчный тег, который отображает текст зачеркнутым. И используется он для выделения текста, который должен быть удален из документа, или информация, которая стала неактуальной. Часто, когда вы читаете средства электронной информации, ну, может не часто, но я такое видел, когда вот идет какая-то статья в электронной газете, и порой редакторы, они хотят подчеркнуть, что вот и первое мнение автора статьи для них тоже важно, и они оставляют некоторую информацию статью в том виде, в котором ее изначально подавал автор.
сохраняя строчку автора, но делая ее перечеркнутым, внеся потом свою правку, и правка это рядышком написанная, и она уже подчеркнута. Таким образом, как бы статью делают более приглаженной, но если автор настаивает на своей формулировке, но редактор главный не может допустить ее, то вот они могут идти на такой компромисс, что первая фраза, которая была употреблена, остается в этой статье, но она зачеркнута, якобы подлежащая как удалению, но вот этот акцент автора все равно сохраняется. И вот для этого в электронных средствах массовой информации используют вот как раз эти теги ins и del. Давайте посмотрим, как они работают. Не буду открывать. Сразу можно будет увидеть все вот прямо тут. Значит, в первом случае мы используем тег ins. Вот, и это я подчеркнутый текст из тега ins. А во втором случае мы используем тег del, и он перечеркивает текст. Тег mark – это парный строчный тег, который выделяет или подсвечивает фрагмент текста. Марка от слова маркер – маркирует. По умолчанию браузеры добавляют для тега mark желтый фоновый цвет. Вот так он в 16-ричной системе кодируется. Это мы уже проходили такую кодировку в главе цвета. Это желтый цвет, который очень похож на выделение канцелярским маркером. И так вот будет выглядеть текст, который помещен в тег mark. Давайте покажу вам код. Вот я выделенный текст из тега mark. И вот тег mark, он дал нам такой маркерный стиль. Для наших любознательных подписчиков на Boosty и Patreon мы заготовили такую специальную ссылочку. Вы можете, открыв документ, который будет в приложении к этому видео пристегнут, перейти по ней и ознакомиться с такой статьей, которая разъясняет, как же мы можем писать код, чтобы отобразить на странице, вот, например, такие вот всякие сложные химические формулы. Полезная в отдельных случаях статья. Если вы делаете технические сайты, без этого не обойтись. И вот еще один очень интересный полезный тег. Тег pre. Это парный блочный тег, от английского preformatted. Переводится как предварительно отформатированный, и вот этот тег, он и соответственно нужен для отображения предварительного отформатированного текста, если необходимо сохранить все проблемы и переносы в HTML. Например, как он работает. Вот здесь мы видим тег div, в котором помещены все буквы русского алфавита, причем между буквами как есть, как и пробелы, так и каждая каждые 4 буквы начинаются с новой колонки, но в отображении на веб-странице веб-браузер вот этот перенос строки не воспринимает, не понимает его, и он все буквы алфавита пишет в одну строчку. Если открыть на большом экране и, например, сделать, ну вот, теперь места хватает, и вот видите, все помещается в одну строчку, потому что все вот эти такие переносы строки Enter в теге div, они браузером не воспринимаются. Для них это одна строка, для браузера один и тот же текст. А что же нам, как нам поступить, если мы хотим, чтобы все вот наши эти вот переносы строки браузер зафиксировал и запомнил и отобразил алфавит вот в виде таблицы. Для этого, например, можно использовать вот вышеназванный тег pre, который сохраняет все вот пробелы и переносы. И в данном случае у нас уже алфавит выглядит вот так, более красиво, как мы привыкли его видеть в виде таблицы. И обратите внимание, что начертание букв тоже изменилось. Оно не такое, как вот по умолчанию идет обычное начертание. Поэтому нужно понимать, что такую особенность pre, что он и меняет начертание букв.
И мы сказали о том, что тег pre позволяет сохранить не только переносы в нашем тексте, но и сохранить пробелы. Как это выглядит? Например, тег div я вот ставлю несколько пробелов. И смотрите, в этой строке у нас ничего не изменилось. Все эти пробелы удалились, когда браузер отрисовывал нашу строчку с алфавитом. Если я добавлю несколько пробелов в теге pre, посмотрите, буква G у нас отскочила. То есть сохраняются не только переносы, вот эти вот тут Enter, когда я нажимал, чтобы новую строчку начать, а и пробелы. А что, если нам на HTML-странице следует отобразить не алфавит с переносами и отступами, либо какой-либо другой текст, где нужно сохранить переносы и отступы, а, например, HTML-код или CSS-код, или программный, к примеру, JavaScript-код, либо код на каком-нибудь другом языке. Ведь если мы, к примеру, будем в среде разработки нашей в файле HTML печатать дивы, теги, то браузер будет читать это как код, который следует отрисовать, и все дивы он спрячет, а текст отформатирует нужным образом, как этого требуют наши теги, которые мы применили. Один из способов для отображения тегов на странице я вам уже подсказал. Нам нужно, мы уже видели его чуть выше, нам нужно вместо вот этих угловых скобочек, которые открываются парные и непарные теги, нужно использовать такие специальные символы мнемоники. И тогда тег отрисовывается на картинке таким вот образом, не применяется вот этот ins внутри себя. А второй же способ, он используется для того, чтобы более сложный код отображать. Можно использовать такой специальный тег, который называется code. Это парный строчный тег, и используется для вывода фрагментов программного кода. Давайте посмотрим такой пример. Значит, смотрите, у нас есть, сдвинуть, вот так вот. У нас есть вот такой HTML файл, и в нем написано вот эта строчка, это такой программный код с JavaScript. Он вот тут у нас отображается. Мы, вот, смотрите, просто этот программный код написали здесь, ну, просто символами, не оборачивая ни в какие теги. И он отобразился у нас в одну строку, хотя мы тут вот делали переносы. Просто как обычная строка, как обычные символы. Браузер в данном случае, если мы пишем это в HTML файле, index.html, то он это воспринимает как обычный текст. И он находится, этот текст в теге body для него, он просто его отрисовывает, ничего с ним не делает и не понимает это как программу. Что, если мы хотим указать поисковым роботам о том, что вот в этой части нашего сайта, нашей веб-странички мы приводим именно вот программный код. Мы хотим подчеркнуть, что это вот не обычный код, а вот именно программа, как-то выделить, подсказать браузеру, что вот это вот какие-то программные строки. Тогда мы используем вот специальное слово, специальный тег код. Мы оборачиваем нашу программку в этот тег, и он уже отображается, вот вы видите, выделяется таким особенным шрифтом, вот, который называется monospace, с одинаковой шириной пробелов, моноширенным шрифтом. И уже поисковой робот понимает, что тут вот речь идет о каких-то программах, о каком-то коде, ну и внешне этот код выделяется для пользователя. Но мы же пишем код для удобства, делая такие переносы, делая пробелы, чтобы он был более читаемым. Тут вот специально создал вот эту фигурную скобку на этой строчке, потом написал вот команду console.log, тут написал закрывающую скобку. Я, например, хочу, чтобы этот синтаксис, такой вид сохранился у нас в браузере, когда
мы отображаем. Как в этом случае поступить? А в этом случае мы уже знакомый нам тег pre используем, а внутрь его положим тег коде. Таким образом, тег коде говорит браузеру, что вот в этом содержимое это программный код, отобрази его соответствующим образом, вот этим выдели таким моноширенным шрифтом, monospace, и вот этот тег pre, он говорит, и сохрани еще в этом коде все переносы и пробелы. И поэтому у нас уже вот эта вот программка выглядит уже таким, ну, наиболее похожим на оригинал способом. Она вот со всеми переносами у нас напечаталась. Для чего это нужно? Ну, например, если вы пишете вот учебник по программированию или учебник по верстке, и вам нужно приводить примеры кода, и в таком случае вы вынуждены использовать теги коды, теги pre, для того, чтобы ваша программа, ваш код был читабельным. Ну вот, один из примеров вы вот только что увидели. Дальше уже, собственно, раз мы уже затронули программирование и программы, давайте немножечко я расскажу о той программке, которой я применил тут, чтобы не оставалось таких уже пустых пятен, ведь наш же курс называется «Основы сайтостроения» или создание веб-сайтов с использованием HTML, CSS и элементов JavaScript. И предполагаем мы, что когда мы достигнем соответствующего уровня подготовки, некоторые элементы JavaScript я вам буду рассказывать. И в частности, например, я планирую рассказать в данном курсе, как с помощью JavaScript делать мобильное меню сайта, как с помощью JavaScript делать слайдеры, уже более подробно изучать JavaScript. Ну, если этот курс оправдает себя, возможно, я напишу курсы по JavaScript как продолжение. Итак, раз мы уже затронули JavaScript, давайте разберем, что вот делает вот эта программа. Смотрите, есть еще один тег, с которым вот мы тоже тут познакомимся неожиданно. Это тег script. Этот тег, в отличие от тега кода, говорит браузеру, что в нем будет содержаться программа. Но тег коды, он говорит: отрисуй вот эти символы, которые внутри меня, и понимаю, что там внутри программы, но ее выполнять не нужно, просто отрисовать. А тег script говорит о том, что внутри него находится именно программа, которую следует выполнить. Что эта программа коротенькая делает? Это программа, так называемый цикл, очень популярный, важный цикл в JavaScript, и она делает такую простую элементарную вещь. Она в данном случае вот считает от 0 до 10 и выводит эти результаты в консоль разработчика. У нас вот в инструментах разработчика у нас есть такая знакомая вкладка Elements, где мы смотрим элементы HTML, теги, и здесь же мы можем видеть CSS, который применяется к тому или иному тегу. И есть еще вкладка консоль в инструментах разработчика. Эта вкладка призвана для того, чтобы выводить сюда различные результаты вычислений, искать переменные. Ими пользуются разработчики, если пишут программку для того, чтобы какие-то промежуточные итоговые данные вводить, проверять себя, прежде чем наладить программу. И вот в этой консоли выводятся данные, которые заставляют сюда вывести данные инструкции, вот этой инструкции, которую я вот тут написал в теге script. Что же это за инструкция? Она говорит, что пускай переменная i будет в начале 0, а далее до тех пор, пока эта переменная i меньше либо равно 10, добавляй к этому нулю по единичке, и каждое такое вычисление выводи в консоль лог, залогируй консоль. Вот видите, консоль это называется, лог это команда залогируй, ну, напечатай в консоли. И получается что? Получается, что когда мы запускаем эту страничку, запускает браузер, читает построчно все вот эти
код, он вот это вот все, что сверху было, отрисовывает на страничке, а когда читает вот этот код, он понимает, несмотря на то, что мы находимся в HTML файле, а вроде бы это не JavaScript файл, вот JavaScript файл же отдельно у нас подключается к проекту. Мы с помощью вот этого тега script объяснили, что вот тут вот в HTML коде будет спрятан не HTML код, а JavaScript код, и браузер начинает уже с ним работать не как HTML, а как с JavaScript кодом и выполняет эту инструкцию. И вот результат этой инструкции мы видим, он начинает вот этот счет и от 0 до 10 выводит сюда цифры. Как только вот это условие выполнено и достигло 10, вот это цикл перестает работать и счет завершается. А что же вот это вот, спросите, еще счет обратный от 10 до 0? Все дело в том, что для того, чтобы более наглядно продемонстрировать этот пример, я использовал еще раз вот этот цикл for, уже в JavaScript файле. Но для того, чтобы была какая-то наглядная разница, я сделал в этом случае уже счет наоборот. Я сказал, что пускай у меня переменная i будет в начале 10, и потом до тех пор, пока эта переменная больше либо равна 0, отнимай от 10 по единичке, но не от 10, а от того значения, которое на данный момент есть. И выводи эти значения в консоль. И вот оно от 10 проводит обратный счет, когда достигает 0, останавливается. Вот таким образом, значит, работает программка маленькая такая JavaScript, и ее можно вот запускать отдельно в JavaScript файле, можно прямо в HTML файле писать с помощью тега script, а также для того, чтобы писать программки, но чтобы они не выполнялись, а просто отрисовывались, мы должны использовать тег кода, а если мы хотим сохранить все переносы и пробелы, то мы этот тег кода можем брать в тег pre, и тогда вот программка не выполняется, а просто отрисовывается. Если же мы эту программку в HTML файле пишем без тега script, видите, она абсолютно одинаковая, как и тут, только без тега script, она просто отрисуется как обычный текст. И даже видно вот различие еще такое, если мы просто ее написали, то он особо вот с цветами так немножко выделил, но специфически так, по HTML-овски. А когда уже браузер понял, что вот это вот в теге script находится именно программа, то он применил вот цвета такие специальные, значения переменных, видите, красненьким таким сделал, название переменных сереньким, буквы for, что-то цикл и что-то переменное вот желтеньким. И так все специфически отрисовал вот так, как и тут в JavaScript файле. Итак, двигаемся дальше. Важный такой нюанс еще хочу подчеркнуть для вас вот в этом примере. Если нам нужно отобразить HTML-код, такой большой HTML-код, то мы вот пытаемся использовать, как я показывал выше, теги pre и теги коды. Коды говорит браузеру, что тут код находится, а тег pre говорит о том, что нужно сохранить все переносы. И у нас как результат отображается вот базовая структура веб-странички, уже знакомая вам по прошлым урокам. Все переносы сохранены, все теги вот выглядят так, как мы обычно видим их, например, в среде Replit, когда вы выполняете домашнее задание, вы видели вот такую базовую структуру. Вот в теге body мы пишем весь наш код. Все вроде бы красиво, но смотрите, несмотря на то, что тут мы употребили тег, применили код, мне пришлось все равно использовать мнемоники для обозначения вот этих угловых скобок. Применение тега код, если мы печатаем HTML, не спасает нас от того, что следует заменять эти угловые скобки мнемониками, потому что если этого не сделать,
описать вот угловую скобку, так вот как тут кнопочкой. Тега кода недостаточно. Браузер все равно будет воспринимать это как HTML, и если я вот заменю все эти мнемоники на скобочки, то он просто отрисует веб-страницу, и на ней будет только одна вот эта фраза Hello World. Тега кода недостаточно, то есть тег-код в отношении HTML, он только определяет формат этих букв, что шрифт этот будет monospace, особый его вид, тег добавляет, чтобы сохранение всех этих переносов, но если это касается HTML кода, а не JavaScript кода, то он все равно, если мы даже вот запихнем в эти теги кода и он все равно будет пытаться выполниться, и будет выскакивать ошибка, что у нас невалидный код, что у нас все неправильно спрограммировано, потому что doctype, HTML, он не может, если это веб-страница, вкладываться внутрь, его детьми не может быть doctype, HTML, вот тега кода. А тут, поскольку это мы добавили вот эти мнемоники, то уже тогда браузер воспринимает это как такой простой текст, простую строку текстовую, но мы просто подсказываем для поискового робота, что это не совсем простая строка, а по смыслу это какой-то код, и с помощью этого мы сохранили пробелы. Вот такая важная штука, которую нужно знать, если вам придется писать самим учебник по основам сайтостроения, и придется приводить примеры кода. Вот обратите внимание, я вместо мнемоников вокруг начального тега head применил угловые скобки, и у нас уже этот тег из отображения отсюда исчез, а он появится в инструментах разработчика, как именно вот браузер будет пытаться тег head этот отрисовать. Если я верну сейчас назад эти угловые мнемоники вместо угловых скобок, и смотрите, браузер перерисовал, и вот отображение это head сюда поместил, так как мы и планировали. Так, давайте изучим еще несколько стилевых свойств. Эти стилевые свойства интересны тем, что они особенно подчеркивают то, что в HTML и CSS существует множество способов добиваться одних и тех же эффектов. То есть мы одного и того же вида на веб-странице можем добиваться с разными способами. И, например, очень такой есть важный популярный способ — это применение стилевого свойства text decoration. Сейчас я проверю, запись идет или нет. Да, идет. Text decoration. Значит, что это за такое стилевое свойство? Это свойство для оформления текста в виде его подчеркивания, перечеркивания, линий над текстом или мигания. Одновременно можно применять более одного стиля, перечисляя значения через пробел. И значение вот этого стилевого свойства, вот тут вот в этой части некоторые значения я привожу, но я их сейчас все зачитывать не буду, чтобы не отнимать время эфира. Вы можете нажать паузу и прочитать. Сейчас мы чуть позднее спустимся на конкретный пример. Я вам просто покажу, как они работают. Только хочу сосредоточить ваше внимание вот на значение blink, которое устанавливает мигающий текст, что остерегайтесь его сейчас использовать. Во-первых, многими браузерами оно современными не поддерживается, а во-вторых, мигание сейчас не модно. Сайты, на которых текст мигает, переливается там различными цветами, это давно забытое прошлое, они скорее отталкивают пользователей, чем их привлекают. Значит, и второе стилевое свойство, с которым мы сейчас познакомимся, это текст transform, которое управляет преобразованием текста элемента в заглавные или прописные символы. Когда значение отличное от none, регистр исходного текста будет изменен. И вот примерные
некоторые значения этого стилевого свойства text transform. Тоже зачитывать не буду, перейдем сразу к практическому примеру. Так, вот он открыт. Значит, смотрите, у нас есть вот такой код HTML, есть div tag p с классом none, и для этого класса мы применяем вот text decoration none. Но на самом деле я привожу этот способ для того, чтобы только подчеркнуть, что вот это значение по умолчанию, но на самом деле ничего не меняет. Вот я закомментировал эту строку, вот применил вот косую черту и звездочку. Это значит для браузера, что он не следует, ему не надо читать эту инструкцию, это просто какой-то комментарий. И видите, что в этой строчке с тегом p ничего не изменилось. Сейчас я вот это отменяю, Ctrl-Z нажимаю. Браузер возвращает действие, берет действие из памяти на один шаг назад и применяет его. Значит, и text decoration none применилось к этой строчке и ничего не изменилось. То есть это значение по умолчанию, ничего не меняется. Для чего же оно используется? Мы увидим сейчас, поймем два важных момента, для чего оно используется. Во-первых, оно может отменять те значения, которые мы уже применили к тегу. Вот если посмотреть, например, следующий тег p, у него класс underline, и мы видим, что он отображается вот таким подчеркнутым с линией под, under под. Text decoration underline. То есть это подчеркивание. Мы уже проходили сегодня тег, который позволяет добиваться подчеркивания. Но вот есть способ и такой это сделать. И если я вот эту инструкцию сейчас скопирую и применю вот тут под этой инструкцией. Так, стоп. Вот. То есть сначала выполняется вот эта инструкция, потом сразу же выполняется вот этот text decoration none, и вы видите, что это подчеркивание отменилось. То есть для чего вам это нужно? Ну, например, там будет какая-то, например, идея, что вот выделить текст вам нужно, и нажав там какую-нибудь точку, кнопочку на сайте, текст становится подчеркнутым, там либо меняет цвет, либо что-то другое. Ну вот, если мы применяем text decoration none, то вот это вот стили, которые применялись раньше, отменяются. Либо там в зависимости от ширины экрана там должен выглядеть текст так или иначе. Вот, но еще одно применение этого text decoration none, кроме вот этого, что я вам показал, отменять те стили, которые мы уже применили к тегу, сейчас будет чуть дальше. Там очень важно, и оно используется еще для стилизации ссылок. Сейчас я отменю все и сделаю назад, как и было. Так, и мы смотрим дальше, двигаемся. Следующее у нас стилевое свойство у text decoration значение line true. Смотрим вот этот тег, как он отображается. Он у нас отображается перечеркнутым. Text decoration line true. Помните, тег del поступал очень схоже. А тут мы того же эффекта добились с помощью CSS. Далее overline, значение свойства text decoration. Что делает этот overline? Он делает вот такую вот линию сверху над текстом. Причем она очень похожа на тег hr. Вот. Но мы помним, что тег hr, он рисует тоже линию, но эта линия занимает всю ширину экрана. Overline, ну, во-первых, она ближе находится к тексту, если бы мы тут, например, вот HR написали, да, а во-вторых, эта линия именно только над текстом расположилась, потому что вот тег P это же у нас блочный тег, дайте я напомню, вот смотрите, выделяю, и он занимает всю ширину экрана.
а линия overline заняла только, ну, не весь тег, а только ту часть, где находится текст. Это такая вот важная особенность применения text decoration со значением overline. Двигаемся дальше, а дальше вот как раз таки ссылки. Очень интересная и очень важная часть. Уже видео идет к концу, но тут важно сосредоточиться и разобраться с этой темой касаемо ссылок, потому что, ну, это очень важно. А ссылки по умолчанию ведь у нас выглядит вот таким образом, да, синие буквы, если мы применяем эту ссылочку в теге А, она такая подчеркнутая, а если уже мы по ней кликали, переходили на страничку, она становится фиолетовой. Это некрасиво. По факту таких страничек с такими голыми, недекорированными ссылок уже сейчас нету, они каким-то образом все декорируются в виде кнопочек, в виде красивого текста, в виде каких-то там кликабельных элементов, рисуночков и так далее. А как же нам отменить вот это вот такое корявое, некрасивую стилизацию ссылок, которая вот есть по умолчанию? А именно вот с помощью этого стилевого свойства text decoration со значением none. И вот тут вот у нас вот это есть ссылка с таким огромным URL, и у него есть вот диакритические знаки. Название большими буквами я написал, и вот они тут есть. Вот я навожу, оно становится как ссылка. Если щелкнуть, то открывается статья с диакритическими знаками. Ссылку, кстати, положу в описании для подписчиков Boosty, Patreon, для любопытных. Можно будет почитать что-то такое. Ну, это такое для любопытства. Вот. И если я, например, закомментирую, так не комментируется. Сейчас попробуем вручную. Вот таким образом, чтобы оно уже закомментировалось. Ну и чтобы, ну, пусть так и остается. На самом деле тут мне еще надо было поставить косую черту и звездочку, чтобы уже все было правильно. Но сработало и так. Оно просто вот к этому элементу закрытия обратилось. И поэтому все сработало. И видите, появилось подчеркивание. То есть вот это text decoration none отменило вот это вот подчеркивание ссылок по умолчанию. А вот это свойство color со значением inherit сказала, что пусть эта ссылка будет не синего этого шрифта по умолчанию, а пусть оно будет того шрифта, который по умолчанию занимает весь этот текст. Он такой вот обычный черненький, серенький. Я могу любое значение указать. Например, red, и ссылка станет вот красной. Поэтому возвращаем сейчас все назад. Все вернули назад. Поэтому запомните вот это свойство для того, чтобы стилизовать красиво ссылки. Отменяете значение по умолчанию, а потом с помощью там color, font size, применяя различные шрифты и еще те знания, которые мы дальше изучим, там маркинги, паддинги, отступы, делаете красивые кнопочки, красивые ссылки. Двигаемся дальше. Тоже вот у нас есть тег P, это не видите никакая не ссылка, но выглядит она вот точно так же, как вот эта вот ссылка сверху. И даже когда я навожу мышку на нее, то мышка становится, курсор мышки становится в виде пальчика. Для чего я это сделал? Я это сделал, чтобы показать, что с помощью стилей можно вот любое поведение сымитировать на экране тега, любое поведение курсора, вот всякие такие обманки делать. Ну, как я вот сделал, добился того, что тут курсор становится тоже пальчиком, как и на ссылке. А над ссылкой курсор становится пальчиком по умолчанию, потому что это запрограммированное такое поведение, а над тегом P он становиться не должен. Вот тут второй тег P тоже есть фиберная мировая паутина, видите, он не становится с пальчиком, а тут становится. Потому что вот этому спану я назначил класс uppercase, и для элемента с классом uppercase
вернее, извините, не uppercase, а для тега p, в котором лежит класс span с классом uppercase, я назначил класс pointer, и для этого элемента с классом pointer я использовал такое стилевое свойство курсор и установил ему значение pointer. И получилось, что класс span унаследовал это значение, и курсор принимает у меня вид такого пальчика. Вообще существует много различных значений курсора. Вот в этой статье вы можете посмотреть. Вот столько различных значений для свойства курсор. И тут вот можно посмотреть, как они, видите, крестик такой, как они выглядят. Тоже ссылочка будет для подписчиков в описании, либо можно погуглить самостоятельно. Но когда ссылка у вас есть, то это же, конечно, удобно. Готовое не надо искать. Либо вот ссылки могут быть даже такими. Вот у нас такой сайт. Сейчас мы откроем его. Запустим. Вот такой сайтик. Видите, так вот обычный у нас. Обычный курсор, стрелочка, вот это желтое пятнышко, это отключается, это я его включаю, чтобы вам было удобнее следить за курсором, когда я что-то объясняю. И вот внутри есть текст в рамочке белой, если я навожу на него курсор, вот курсор становится у меня, видите, таким котиком. Как я этого добился, можно будет посмотреть, ссылка тоже будет для подписчиков Boosty и Patreon в описании, ну, либо попробовать погуглить, написать там запрос, поискать самостоятельно. Так, запутался, где наш вот наш учебник. Значит, возвращаемся к этому еще примеру. Так, что еще тут? Давайте вернем курсор, чтобы светился. Значит, еще вот с этими буквами большими, маленькими нужно разобраться. Значит, в первом случае, где ссылка, я их написал большими, а вот тут во втором случае, где P, я их написал, они обычные маленькие, но отображаются как большие. Как я этого добился? А вот это вот то свойство, вот текст transform, о котором мы говорили. Смотрите, класс uppercase у спана, и для элемента с классом uppercase я применяю стилевое свойство text transform со значением uppercase. И он автоматически CSS все буквы приводит к caps lock, большими становятся они все заглавными. А вот в последнем P, где есть такая у нас фраза «всемирная мировая паутина», что, собственно, и является интернетом, название интернета такое «всемирная мировая паутина», я применяю текст transform для этого текста со значением capitalize. Как оно работает? Оно взяло каждое слово текста и установило первую букву каждого этого слова заглавной. Ну, это тоже очень удобно. Можно пользоваться. Например, если элементы меню нужно стилизовать, где каждое слово меню должно с большой буквы начинаться, либо каких-то списков, где каждое слово с большой буквы. Чтобы вручную это не ставить, можно применить вот такое свойство. Таким образом, мы сегодня начали изучать большую главу, посвященную работе с текстом, и познакомились с некоторыми тегами, которые позволяют нам форматировать текст, а также узнали такие стилевые свойства, как текст transform и текст decoration, которые тоже весьма полезны. На этом на сегодня все. Практическое задание для подписчиков Boosty и Patreon выходит за этим видео практически следом. Всем пока-пока. До новых встреч.